Здравствуйте, меня зовут Марина и добро пожаловать на мой канал по вязанию и рукоделию. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы, которые выходят каждую неделю. Сегодня предлагаю вместе со мной связать снуд. Снуд я вязала для дочери. Размеры получились 19 на 29 и на обхват головы 54-55 сантиметров. Снуд связан из пряжи Lana Gata Maxi Soft, цвет 14393. Один моток 50 грамм и в нем 90 метров. У меня ушло ровно 2 мотка. Вязала я своими любимыми спицами Чиагу. Длина спиц от кончика до кончика 40 сантиметров и диаметр 3,5 миллиметра. В процессе вязания понадобится маркер, иголка с большим ушком и ножницы. Раппорт узора 4 петли и 2 ряда. На спице я буду набирать 89 петель. На спицу обычным способом набираю 89 петель. Я набрала необходимое количество, распределяю, смотрю, чтобы петельки нигде не были перекручены, и соединяем вязание в круг. Для этого петлю с левой спицы переносим на правую, а с правой петлю просто сбрасываем. Подтягиваем ниточки, вешаю маркер. Первый ряд узора провязываю чередованием 2 лицевых и 2 изнаночных петель. 2 лицевые и 2 изнаночные. Изнаночные провязываю классическим способом. 1, 2, 2 лицевые, 2 изнаночные. И так продолжаю вязать до маркера. Первый ряд узора мы провязали, чередовали 2 лицевые, 2 изнаночные петли. Второй ряд узора мы будем провязывать все лицевые. Здесь все очень просто. До конца ряда, до маркера вяжем только лицевые петли. Третий ряд узора, и мы будем повторять, так как мы вязали и первый ряд. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Четвертый ряд узора мы будем провязывать все лицевые, и так будем чередовать на протяжении всего вязания. Вот так получается после провязывания третьего ряда. Вот такой узор получается. Вяжется он очень быстро. За один вечер можно ребенку связать вот такой тепленький снуд. После ВТО все петельки выровняются, и получится вот такой замечательный снуд. Я связала до желаемой высоты. Последний ряд у меня был провязан всеми лицевыми, и сейчас буду закрывать. 2 петли вместе провязываю лицевой и петлю возвращаю на левую спицу. Повторяю: 2 вместе лицевой, петлю возвращаю на левую спицу. Петли стараемся не зажимать, и так продолжаем до конца. Я закрыла все петли, обрезаю нить, так, вытягиваю. Так. С помощью иглы будем закрывать петли. Так, смотрите, у нас получается вот такая ступенька. Чтобы ее не было,
мы сделаем следующим образом. Иголку увожу вот таким образом, протягиваю и ввожу ее вот сюда. Смотрите, теперь у нас ровный край, и остается только спрятать ниточку, протянуть вдоль узора в одном направлении и в обратном. Так, обрезаем ниточку. Вот так ровно у нас получилось закрыть петельки. Вот так снуд выглядит до ВТО, а вот так он выглядит после. Всем пока-пока, увидимся в новых видео.